Информация, опубликованная в моем видео, носит справочный ознакомительный характер и служит для ознакомительных целей. Я никого не призываю к каким-либо действиям. Вся информация взята из открытых источников. Всем привет, друзья! Сегодня мы подробно разберем, пожалуй, один из самых мощных и независимых инструментов для просмотра фильмов и сериалов на вашей ТВ-приставке или смарт-телевизоре. Речь пойдет о приложении CloudStream. Вот она, та самая иконка приложения CloudStream. Сейчас я пошагово покажу, где скачать актуальную версию, как установить ее на ваше устройство и главное правильно настроить, чтобы получить доступ к тысячам фильмов и сериалов. Все от А до Я, коротко и по делу, начинаем. И перед тем, как мы начнем, один очень важный факт. CloudStream – это не коммерческий продукт какой-то компании, здесь нет рекламы и платных подписок. Это open source, проект с открытым исходным кодом, который полностью создается и улучшается сообществом энтузиастов по всему миру. Открываем браузер, в поисковой строке пишем GitHub. Переходим по самой первой ссылке на официальный сайт GitHub, именно здесь находится все необходимое. Оказавшись на сайте, открываем внутренний поиск и вводим название CloudStream. Поиск выдает много разных вариантов, но чтобы не блуждать по сайту и не тратить время, мы сразу переходим во вкладку Users и выбираем именно этого пользователя CloudStream. Кликаем по нему. Итак, мы зашли на страницу профиля. Здесь находим раздел Pinned и переходим по ссылке CloudStream. Мы попадаем в основное меню. Теперь переводим взгляд в правую часть экрана, находим строчку Releases и кликаем по ней, чтобы открыть страницу с версиями приложения. Прокручиваем страницу, чуть ниже находим раздел Assets и нажимаем на самый первый файл с расширением APK. Браузер моментально подхватывает ссылку и запускает загрузку файла в память устройства. После завершения скачивания заходим в загрузки нашего браузера, находим наш свежий файл и нажимаем кнопку «Установить». Система выдает стандартный запрос на подтверждение. Смело нажимаем кнопку «Установить» в правом нижнем углу и ждем буквально пару секунд, пока завершится процесс. Возвращаемся на главный экран нашего устройства. Находим в списке установленных программ иконку CloudStream и запускаем ее. Нас встречает лаконичный фирменный логотип загрузки. Первое, что предлагает сделать приложение при старте, это выбрать язык интерфейса. Выбираем язык и нажимаем кнопку «Далее». Открылось меню «Предпочтительные медиа». Здесь мы самостоятельно выставляем галочки напротив всех категорий контента, которые хотим видеть. Это и фильмы, и сериалы, а также подкасты, и многое другое. Отмечаем все необходимое и нажимаем кнопку «Далее». Давайте быстро пробежимся по основным настройкам. Заходим в шестеренку в левом углу. А теперь переходим к самому главному пункту, без которого репозитории и источники контента могут просто-напросто не загружаться из-за ограничений интернет-провайдеров. Переходим в раздел «Общие» и находим пункт DNS через HTTPS. По умолчанию здесь будет стоять «Нет». Чтобы обойти фильтрацию вашего интернет-провайдера и позволить приложению свободно скачивать каталоги, нажимаем сюда и выбираем из списка надежного независимого провайдера. Я рекомендую использовать Cloudflare либо Google. Выбираем, к примеру, Cloudflare, обязательно нажимаем кнопку «Применить» внизу экрана и перезагружаем приложение. Опытные пользователи на форумах всегда рекомендую заглянуть в раздел Player, чтобы настроить под себя встроенный проигрыватель или субтитры. Мы не будем долго останавливаться на каждом пункте, поэтому вы можете самостоятельно изучить все эти настройки и при желании изменить что-то под себя. Обратите внимание на пункт «Обновление и резервное копирование».
Сюда необходимо зайти, чтобы в будущем периодически сохранять свои списки и не потерять накопленную базу данных при переустановке или сбое системы. Не упускайте этот момент из виду. Теперь, когда настройки подготовлены, переходим к самому главному – добавлению источников контента. В меню настроек спускаемся в самый низ и выбираем пункт «Дополнение». Как видите, изначально здесь пусто, и приложение само подсказывает, что нужно добавить базы данных. Для этого нажимаем на значок плюса в правом нижнем углу экрана. Название репозитория заполнять не обязательно, система все распознает сама, но если хотите, можете вписать туда любое удобное имя для себя. В строку URL или код репозитория вводим адрес нужного источника. После ввода нажимаем кнопку «Добавить репозиторий». Появилось предупреждение о сторонних файлах. Нажимаем «Открыть хранилище». Внутри перед нами разворачивается список расширений по категориям. Для максимального охвата источников мы будем добавлять сразу несколько разных адресов репозиториев по этой же схеме. Снова нажимаем на значок плюса, а в строку URL адреса вводим короткий код KX. Название, как и в прошлый раз, можно не писать. Нажимаем «Добавить репозиторий». Если вы знаете интересные репозитории или полезные ссылки, которых не было в обзоре, обязательно пишите о них в комментариях. Давайте помогать друг другу и собирать все самое лучшее в одном месте. Внутри этого хранилища находится внушительный список различных сайтов и онлайн-кинотеатров. Мы специально пролистаем его до самого конца, чтобы вы оценили масштабы доступных расширений. Обратите внимание, этот репозиторий будет особенно полезен для украинских пользователей. Как вы можете заметить по интерфейсу, здесь все плагины идут на украинском языке. О том, как правильно поступить с этими плагинами дальше и как с ними работать, я подробно расскажу вам чуть позже в этом видео. А пока давайте добавим еще несколько надежных адресов. Все актуальные ссылки на эти репозитории я обязательно выложу для вас в закрепленном комментарии под этим роликом. Переходите, копируйте и используйте. Для максимального охвата добавим еще один источник, снова нажимаем на плюс и в строку URL вписываем код Fisher Repo. После этого нажимаем кнопку «Добавить репозиторий». Открываем хранилище Fisher Repo. Как вы можете заметить, этот источник уже мультиязычный, здесь собраны расширения на самых разных языках со всего мира, включая английский, немецкий и даже хинди. Теперь возвращаемся в основное меню. Перед нами список из 3 источников, которые мы добавили вручную. Переходим к первому источнику из нашего списка – Мега-репозиторий. Внутри него находится всего один одноименный плагин Мега. Нажимаем на значок стрелочки с правой стороны, чтобы скачать и установить его. Выходим на главную страницу дополнений и видим магию в действии. Этот единственный плагин автоматически развернул и добавил в наше приложение огромную кучу новых готовых репозиториев. Нам больше не нужно вводить кучу адресов руками, система сделала все за нас. Теперь нам нужно разобраться, как вся эта система устроена изнутри и что делать с ней дальше. Для этого давайте заглянем в один из добавленных нами репозиториев KXTwix. Напоминаю, этот источник создан специально для украиноязычной аудитории. Заходим внутрь и видим большой список. Это есть те самые плагины, или как их правильно называют, расширения и провайдеры. Чтобы запустить процесс, достаточно просто нажать на значок стрелочки с правой стороны. Каждый такой плагин – это отдельный мостик к конкретному сайту или онлайн-кинотеатру, откуда приложение и будет брать видео. После нажатия иконка меняется на корзину. Это значит, что плагин активен и готов к работе. И здесь мой вам главный совет. Не ограничивайтесь одним или двумя пунктами, а скачивайте абсолютно все плагины, которые доступны в списке. В будущем, когда вы будете искать какой-то фильм или сериал, приложение автоматически опросит все установленные расширения. Вы сможете сами сравнить и выбрать, где лучше качество картинки, выше скорость загрузки и где видео воспроизводится стабильно и без зависаний. Заглянем в репозиторий CNC Repo. Здесь нас интересует один из самых востребованных и известных плагинов – это HD-резко. Находим его в списке и точно так же нажимаем на стрелочку загрузки с правой стороны, чтобы активировать его в системе. Кстати, чуть не забыл, вспомнил, что есть еще один очень интересный репозиторий, который мы просто обязаны сюда добавить.
В стандартных списках его нет, поэтому давайте добавим его вручную. Для этого снова нажимаем на плюс в углу и в строке названия пишем короткий код Kekek Academy. Этот репозиторий изначально создавался для турецкой аудитории и забит их местными сервисами, но не спешите проходить мимо, для нас здесь спрятан очень крутой сюрприз. Листаем список чуть ниже и находим плагин OXAX. Обратите внимание, он полностью на русском языке, содержит огромную базу фильмов и сериалов, а главное имеет встроенный VPN. Итак, все основные репозитории мы добавили, приложение полностью заряжено. Теперь в левом боковом меню находим иконку в виде домика и кликаем на нее. Перед нами открывается весь список наших установленных плагинов. Для примера давайте сначала выберем плагин Eneida, зайдем в него и посмотрим, как работают наши плагины и насколько быстро здесь все подгружается. Каталог мгновенно подгружается, перед нами открываются самые свежие новинки. Навигация очень плавная, интерфейс чистый, выбирать контент на вечер – одно удовольствие. Если нужно сменить источник или найти что-то другое, мы точно так же в один клик переключаемся на следующий плагин. Давайте проверим, как работает поиск. Но перед этим один важный момент. Чтобы приложение выдавало вам все возможные варианты, не забывайте активировать сверху нужные категории. Если их не включить, система просто не будет искать контент по провайдерам из этих разделов. Сразу отмечу один момент по поводу значка микрофона. Голосовой поиск у меня не работает, так что вбивать название мне придется по старинке ручками с клавиатуры. Смотрите, если мы вводим поисковой запрос на русском языке, например, слово «любовь», приложение без проблем находит все подходящие релизы. Но что гораздо важнее, приложение прекрасно понимает все языки. Вбиваем слово «кохание», и система тут же выдает нам точные результаты поиска. Все находит без каких-либо сбоев. Обратите внимание на нижнюю панель. Приложение позволяет очень удобно фильтровать контент. Если вы хотите, чтобы в списке отображались не только фильмы и сериалы, но и, например, аниме или азиатские драмы, вы можете просто активировать нужные вкладки прямо здесь. Как только вы включаете эти категории, в общем списке сразу же появляются новые плагины, которые заточены именно под этот контент. Теперь давайте разберем еще один важный момент, как правильно удалять плагины, если они вам больше не нужны. Для этого возвращаемся в наше меню дополнений и заходим в тот репозиторий, откуда мы их устанавливали. Напротив каждого установленного расширения вы увидите значок мусорной корзины. Просто нажимаем на него, и плагин мгновенно удаляется из системы. Вот и все, плагин удален, а значок снова сменился на стрелочку загрузки. Если он вам когда-нибудь опять понадобится, вы сможете скачать его заново в любой момент. Точно таким же образом можно навести порядок и со списками самих репозиториев, если вы решили полностью убрать какой-то источник из приложения. Просто находим ненужный каталог в общем списке и кликаем по корзине с правой стороны. Друзья, и под конец один важный момент. Если вам нравится эта тема и вы хотите, чтобы это приложение росло и развивалось, обязательно ставьте лайк, пишите комментарий и делитесь этим видео с друзьями. Тут простая логика, чем больше шумихи и актива будет вокруг этого проекта, тем сильнее это мотивирует разработчиков. Когда они видят живой интерес, у них появляется куча стимула выпускать новые релизы, обновлять систему и делать свежие плагины, которые будут нас радовать. Так что давайте вместе продвинем это видео, поддержим проект и разгоним эту тему. На этом сегодня все. Всем большое спасибо, кто досмотрел ролик до конца и проделал этот путь вместе со мной. Надеюсь, видео было для вас полезным. До новых встреч и всем пока.